Мощь. Видимо, только через дар понимания джазовой импровизации, через особое отношение к душе виолончели, можно было замахнуться, казалось бы, на невозможное. Воплотить давнюю мечту виолончелиста Кирилла Кравцова и организовать в 2002 году квартет с таким знакомым каждому петербуржцу именем – Растрелли. Все музыканты, кроме Сергея Драбкина, учились в Петербурге у профессора Никитина. Сергей Драбкин, один из лучших аранжировщиков, согласился взяться за реализацию проекта для 4 виолончелей. Так сложилось, что композиторы в основном обходили своим вниманием такой состав квартета. Теперь, благодаря работам Сергея Драбкина, в репертуаре коллектива представлены все музыкальные направления – от барокко до джаза. Дело в том, что Сергей до нашей встречи много-много лет писал аранжировки именно для струнных составов, для квартетов струнных. Но у меня эта идея тоже возникла именно потому, что я знал, что есть музыкальный материал, на который мы можем опереться, Сережин. И я примерно представлял себе, как можно это повернуть, чтобы это звучало на 4 виолончелях. Это, в принципе, очень хорошее знание инструмента и знание расположения, и знание очень хорошее, кто на что способен из нашего квартета. Очень интересно наблюдать, что мы совершаем какие-то рывки вперед, естественно, каждый из нас. Но Кира всегда оказывается на шаг впереди, потому что он не перестает думать и развиваться. Это нам очень помогает. Спасибо. В тот момент, когда вы делаете рывок, я уже отбегаю назад, чтобы взять разбег. Примерно так. У нас всегда в Петербурге во главу угла стояла именно красота звучания и разнообразие палитры красочной. Вот это является нашим сильнейшим козырем, именно Растрелли. Поэтому люди с большим удовольствием ходят, потому что они как раз всегда говорят о том, что удивительно, насколько по-разному может звучать виолончель. Я никогда не предполагал, что на виолончели можно издавать такие звуки. Я впервые познакомился с этим квартетом виолончелистов. Мне посоветовал мой отец, который живет во Франции. Когда я прислал ему афишу концертного зала Мариинского театра, отец сказал, что выступление этих музыкантов пропустить нельзя. Так что я пришел сюда, следуя совету отца, и должен сказать, что я очень впечатлен. Это состояние душевное, которое ты проецируешь в зал, это вот то пальто, то актерская одежда, образ Свидригайлова или тут же Платона Каратаева или, я не знаю, Григория из «Тихого Дона», вот он раз вышел и сменился. И также у нас, в принципе, вся эта музыка, она же меняется с безумной скоростью, как калейдоскоп. Имея классическую базу, очень приятно и интересно погрузиться в мир джаза, потому что там гораздо большая свобода от музыкального текста. Я очень счастливый человек, потому что я работаю с людьми, которые хотят что-то сделать. И вот благодаря этому тут не важен ни талант, ни наличие Страдивари, Гофриллера, чего угодно. И требуется только одно во всем – желание что-то сделать. И тогда можно достигать любых результатов. И нету главного потолка, нету вот этой планки. Знаете, у нас очень много эпитетов вообще можно приложить к данной ситуации. Это и друг, и учитель,
и в чем-то, возможно, даже уже родственник. Вот эта вот радость совместного поиска, открытий, творчества, это и есть, наверное, самое главное в творчестве, вообще в жизни музыканта. И единственное, ради чего стоит заниматься этой профессией. Душа, двигатель такого проекта всегда это композитор-аранжировщик все-таки. Вот мне кажется, что там блестящих исполнителя 4, и он сам. Но, конечно, если есть такого класса композитор-аранжировщик, то тогда успех этому ансамблю обеспечен. Этот весь концерт у них не является просто то, что вышли, сыграли, ушли. То, что они, так сказать, этому всему придают какую-то форму. Игровую, близкую, так сказать, понятную и хорошо читаемую для зрителя, это, конечно, очень хорошо. Настолько это интересно, что возникает впечатление, что играет оркестр с очень терпким каким-то своеобразным звуком. И доставляет это особое удовольствие услышать знакомое произведение в каком-то необычном совершенно звучании, интонационном там и прочем. А я хочу сказать, что искусство дарит радость общения. Мы общаемся все друг с другом, мы общаемся с чем-то, что к нам приходит откуда-то, да, и мы стараемся поделиться этим с другими. И это ни с чем не сравнимо. Год прошедший в музыкальном плане был необычайно насыщенным, необычайно интересным. И хотелось просто, чтобы это все продолжалось. Я прежде всего поздравляю с Новым годом театр, который, надеюсь, будет все прекрасно на будущий год. И, конечно, «Царскую ложу», потому что это программа, которая действительно дает очень мощный заряд для людей, которые живут в других уголках и имеют возможность увидеть и узнать все интересное, что происходит в нашем городе.